Всем привет! Это проект Power Device, и сейчас я хочу показать вам, как на большинство Android телефонов перенести вот такую кастомизацию. На свои телефоны вы сможете установить интересные и полезные приложения и современные фишки от телефонов Samsung. Ко всему прочему, я добавил еще один элемент из телефонов Samsung. Сейчас это выглядит так. Давайте все это установим. Первую и очень важную часть, которую мы сейчас установим, это живые обои от телефонов Samsung Galaxy Z 6 серии. Вот так данные обои выглядят. Покажу еще раз на пустом рабочем столе. Стильные, строгие и красивые обои. Такие живые обои вы сможете скачать в 4 вариациях. Как всегда, скачать вы их сможете в моем телеграм-канале Power Device. Ссылка будет в описании под этим роликом. Это еще одна вариация живых обоев, которые вы сможете установить. Напомню, что после того, как вы скачали эти живые обои и установили их, вам понадобится еще одно приложение под названием «Стили и обои», оно же Google Обои. Ссылку на это приложение вы также сможете найти в описании к этому видео. Далее вам просто нужно в него зайти, найти здесь живые обои, найти данные обои Z Series 6, установить как обои, после чего обои применяются. Второе интересное и не менее полезное приложение, которое мы установим, это погода от телефонов Samsung. Это, чтоб вы понимали, оригинальное приложение из оболочки One UI 6.0, последняя версия. К слову говоря, в свой телеграм-канал я уже скидывал такую погоду, но это более новая версия, поэтому, если что, обновляйтесь. И, конечно же, ссылка на нее также будет в описании. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, здесь я выкладываю много полезного и интересного. После установки погоды делаем щипок на рабочем столе, заходим в виджеты Android, находим вкладку «Погода», здесь у нас будут вот такие виджеты. Нас интересуют последние два – аналитический и смена цвета. Сперва давайте установим этот. Теперь просто нажимаем на виджет, здесь я нажимаю «Отказаться». Далее сверху нажимаю «Поиск», ввожу свой город и выбираю его. Теперь вот здесь нажимаю «Добавить». Приложение «Погода» от Samsung готово к работе. Также на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco я советую зайти в настройки, приложение, разрешение, автозапуск в фоновом режиме и добавить данное приложение в автозапуск. Так данный виджет будет без замедления обновляться и хорошо работать. Также лично мне кажется, что именно под эту кастомизацию подходит немного не этот виджет. Я его удаляю и добавляю тот же самсунговский, только аналитический. Вот он. К слову говоря, наверное, некоторые пользователи на моем телефоне заметили вот здесь погоду. Скажу вам, что такой погодой очень удобно пользоваться. На каком рабочем столе вы бы не были, погоду всегда видно. Даже, например, когда вы находитесь в настройках. Это действительно очень удобно. Если вы пропустили это видео, как установить такую погоду, то ссылку на него оставлю в описании под этим роликом. Ну а мы идем далее и давайте установим вот такой виджет от Samsung, в котором, кстати, применяются некоторые фишки на телефонах Xiaomi. Для того, чтобы у вас появился такой виджет, вам нужно установить вот такое приложение. Конечно же, я его загружу в свой Telegram. В данном виджете есть некоторые настройки и фишки, поэтому смотрите, как его настроить. После установки этого приложения делаем щипок, заходим в виджеты, находим вкладку Digital Clock S23 Ultra. Здесь появятся вот такие виджеты. Можете попробовать их все. Его нужно растягивать вот таким образом. Здесь также есть вот такие интересные виджеты, но нам нужен вот этот. Вот он, самый маленький, 3×2. Добавляем его. Сперва он может выглядеть так. Его нужно немного растянуть. Далее, друзья, что делаю я? Нажимаем на этот виджет. Здесь нажимаем Not Now. Widget Settings. В данном меню есть различные настройки. Спускаемся немного ниже. Данные галочки по умолчанию не должны стоять. Но мы их сперва ставим, а потом снимаем вот эту, верхнюю. Сворачиваем это меню, удерживаем на виджете, передвигаем его, и он у нас изменяется вот так.
Если же вы хотите добавить секунды и поставить число, то снимаем эту галочку, а эту ставим. Снова передвигаем виджет. Теперь он выглядит так. Осталось только настроить цвет. Лично я у себя оставляю вот такой виджет. Нажимаю еще раз на него. Кстати, после настроек меню уже может открываться вот так. Здесь нажимаем Widget Settings. Первая вкладка настраивает цвет часов. Именно первых двух цифр. Я выбираю серый. Примерно вот такой. Чтобы цвет применился, нужно изменить виджет. Вот таким образом. Далее захожу во вторую вкладку. Это изменение цвета минут. Здесь выбираю красный. Изменяю виджет. Пожалуй, оставлю так. Мне нравится. Наш рабочий стол смотрится уже стильно, но это еще не все, друзья. Чтобы изменить шрифт этого виджета, на телефоне Xiaomi зайдите в темы, вкладка в нижнем правом углу, шрифты. Смотрите, это основные шрифты, которыми я пользуюсь. Например, я выберу этот и применю его. Идем на рабочий стол. Вуаля, наш виджет часов также изменился. Вы можете подобрать к нему свой шрифт. И также, к слову говоря, если вы мой постоянный зритель и подписчик, то вы знаете, что недавно я выпускал видео, как установить на ваш Android телефон вот такую новейшую клавиатуру от Google. Так вот, на старых Google клавиатурах, если менять шрифт, то он на них не применялся, а на этой клавиатуре он применяется. И что я недавно заметил, что некоторые шрифты применяются как на латиницу, так и на кириллицу. Смотрите, я вернулся в шрифты. Применяю Comfort Light. Открываю настройки. Шрифт применяется как на латинице, так и на кириллице. Это также очень кастомизирует наш телефон, и им приятнее пользоваться. Просто нужно подбирать шрифты. В общем, если вы также пропустили видео, как сделать такую клавиатуру, ссылку на него оставлю в описании. Идем далее. И следующее фирменное приложение от Samsung, которое можно установить вам, это музыка от Samsung. Плеер очень мощный и в то же время простой. Если мы здесь нажмем на три точки, качество звука и эффекта. В общем, данный плеер на постоянной основе поддерживает сторонние драйвера, которые улучшают звук. Опять же, сейчас про это рассказывать не буду, у меня есть отдельный ролик на эту тему. Он, как и все, будет в описании. И на мой взгляд, в эту картину вписывается вот такой виджет. Заметки от Samsung. Данный виджет очень удобно использовать по работе в определенных ситуациях. Например, мы нажимаем значок микрофона, сразу пошла запись в заметки. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео. Открываем запись в заметке, воспроизводим. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео. В общем, это также фирменные заметки из системы Samsung. Здесь очень много полезного. Приложение уже загружено в мой Telegram. И финальным штрихом в нашей сегодняшней кастомизации являются вот такие иконки. Но их можно установить только если у вас телефон Xiaomi Redmi Poco. Зайдем в темы, в поиске пишем One UI, нажимаем поиск. По такому запросу в магазине тем вы можете найти соответствующие темы. Например, я для себя выбрал 3 темы One Experience. Именно от нее у меня сейчас и стоят все иконки. Вторая тема называется вот так. И третья тема, из которой можно взять иконки, называется One UI IPS. И помните, если у вас HyperOS, то эти темы могут у вас не находиться. К сожалению, это особенность HyperOS. У меня сейчас здесь установлена MIUI 14. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь вам помочь. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих видео. Пока-пока.